Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков и тема нашего сегодняшнего видео – забытые чудеса прошлого. И начнем мы с такого чуда прошлого, как фонтан вечной молодости или источник вечной молодости или и здоровья. Те, кто смотрит видео на моем канале, знают, что я тоже в принципе занимаюсь тем, что показываю людям, как создавать живую воду дома, о чем у меня целый плейлист есть на канале «Ключи природного здоровья». Всем рекомендую. Но что же знали об источнике живой воды или источнике вечной молодости и здоровья в прошлом? Насколько же было реально его существование? Давайте рассмотрим этот вопрос. Еще Геродот сообщал, что эфиопы жили в среднем до 120 лет, и когда посланцы персидского царя, подивившись их долголетию, привели их эфиопы тогда к одному источнику, где постоянно совершали омовение, продлевая тем самым свою жизнь. Из мифов и античных свидетельств живая вода перетекла в народные сказки и предания, и средневековые книги. О ней говорится и в романе об Александре. В одной из западноевропейских версий описан источник, вытекающий из реки Ефрат, который четырежды в день обладает способностью возвращать молодость, и погрузившемуся в воду два старца вышли из него 30-летними. По русской версии романа история с живой водой изложена так. Через 6 дней пути от темной земли дошел Александр до некого озера, и тут станом остановился и захотел есть. Повар его решил обмыть в озере сушеную рыбу, но когда окунули рыбу в воду, они ожили и уплыли в озеро. Услышав об этом, удивился Александр и приказал всем своим воинам искупаться, и все, искупавшись, стали здоровыми и крепкими. Также рыцарь Джон Мандевилл, побывавший в государстве пресвитера Иоанна, пишет: «Затем лесом расположен город Килон, а над городом высится гора Килон, давшая имя городу. У подножия той горы бьет источник. Вода коего бывает различна на вкус и на запах, и обладает способностью ежечасно меняться вкусом и запахом. И всяк трижды испивший воду из того источника излечивается от любого телесного недуга. И потому люди, живущие подле источника и часто пьющие из него воду, никогда не болеют и всегда выглядят юными. Я сам 3 или 4 раза испил воды из того источника и до сих пор пребываю в отменном здравии. Многие называют тот источник ключ источником юности, поскольку те, кто пьет его воду, всегда выглядят молодыми и никогда не болеют. Сказывает, источник тот течет из рая, оттого вода его столь благотворна». Ну, например, в той же летописи Ивана Грозного, где описан поход Александра Македонского в Иномирье, есть другая тоже информация о живой воде, когда наоборот повар не рассказал Александру о том, что произошло чудо в каком-то живом источнике сразу, а рассказал позже. Вот эта картинка, где повара наказали за это, за то, что он сразу не рассказал, что были рядом с источником живой воды. Вот он, этот бедный повар, которого наказывают. И там он, в этом варианте, он икру туда опустил, чтобы промыть, а икринки превратились в рыбок и убежали. Ну, это два варианта, но смысл тот же самый. Все говорят о том, что Александр на пути встречался. Источник вечной молодости и юности, живая вода. Это еще не все. Те же самые сведения об таком источнике присутствуют не только из Африки, но еще и в Новом Свете, из Бразилии. Так, Веспуччи в письме от 1502 года сообщил о необыкновенном долголетии аборигенов нынешней Бразилии, которые, по его словам, жили в среднем свыше 130 лет. В «Декадах Нового Света» Педро Мартир пишет: «Среди островов к северу от Испаньолы, примерно в 325 лигах, расположен остров, на коем бьет источник.
Его вода обладает чудесной способностью, будучи выпитой, может неоднократно возвращать престарелым молодость. Педро Мартир оговаривает, что его вода воздействует не на всех и в любом случае не дарует бессмертия, а чтобы испытать ее чудотворную силу, необходимо совершить ряд таинств, подобных суровым обрядам посвящения. Так то же самое один из индейцев, крещенный под именем Андрея, утверждал под присягой в судебной коллегии острова Испаньола, будто его престарелый отец добрался до источника вечной юности, несколько раз испил из него, после чего, вернувшись домой, вновь женился и имел детей от этого брака. Нашлись и другие свидетели, которые подтвердили, что видели этого индейца, сначала почти дряхлого, затем омолодившегося, и который обрел вновь телесную силу и бодрость. Десятилетия спустя, после смерти Хуана Понсе в 1521 году, об источнике вечной юности упоминает в своей хронике Франциско Лопес, французский завоеватель, пытавшийся закрепиться во Флориде в 60-х годах XVI века. А Рене утверждал, будто беседовал с людьми, возраст которых более 250 лет, которые пили воду из источника вечной юности. То есть, как мы видим, такие свидетельства о воде, которая дарила здоровье и вечная юность, не единичные, присутствовали и в Африке, и в Новом Свете, в Бразилии, во Флориде. Но это еще не все. Такие же чудеса с водой происходили и дальше в походе того же Александра, они описаны. Дело в том, что Александр с его воинством нашел источник, горячий, в котором водилась рыба, и они из этого источника выловили эту рыбу и переместили ее в холодную воду. И попадая в холодную воду, рыба моментально сваривалась. То есть в горячей воде рыба жила прекрасно себя чувствовала, как только попадала в холодную, сразу она получалась вареной и пригодной для употребления в пищу без дополнительной обработки. Также в своем походе Александр встретил и саламандр, которые не горят в огне и производят огнестойкие нити. И побывал он в области с городом, рядом с которым водятся эти саламандры, и в этом городе производили одежду, которая не горит в огне. Это тоже можно было бы принять за какую-то сказку, но вот описание животных еще с середины 17 века того мира. И вот эта саламандра, которая присутствует в этом описании. Все ссылки на материалы под видео. Уже не будем обращать внимание на дракона простого, а то, что существует саламандра, которая не горит в огне, и из ее ниток делают одежду. Это факт. Плюс. На карте Келлера 1590 года, рядом с Катаем, мы видим надпись, которая в переводе звучит так. В этом горном регионе есть земли, в которых добывают тонкие волокна, аки-трава, которая состоит из маленьких ниточек. Эта ткань не горит в огне. Вот куда доходил Александр, фактически до Китая, до Катая. Так что еще на картах 16 века этот регион, в котором выпускают одежду, которая для того, чтобы сделать чистой, нужно было просто бросить в огонь. Даже одни из таких тканей подарили когда-то папе Римскому. Ну продолжим. На той же карте Келлера существует еще одно чудо, которое находится где-то в России, в районе реки Аби. Это робот «Золотая баба». Она была сделана из золота. Ее почитали тогда, в 16 веке, народы, которые населяли ту местность. Но факт в том, что она умела предсказывать будущее. Чем вам незабытое чудо, которое я вам уже показывал в предыдущих видео. Но я не показывал вам еще одно чудо. Если золотая баба была слева на берегу Аби, то справа вот какая надпись на карте Келлера. Эти скалы имеют облик людей, скотов, верблюдов и других животных и вещей, когда-то быть пастухами с этими стадами, которые внезапно окаменели в результате чудесного превращения,
которая при этом не изменила их первоначальный внешний вид, это чудо случилось 300 лет назад. То есть, получается, в районе реки Аби до сих пор в России где-то существует огромное количество человекоподобных фигур, животных, людей, которые окаменели. И на конец 16 века, это было 300 лет тому назад. То есть до сих пор это чудо присутствует. Мы видим его еще на одной карте 16-17 века, где идет то же самое описание. Скалы эти имеют человечное подобие, а также сходство с верблюдами и другими животными, нагруженными различной поклажей. Присутствует там также и мелкий скот. Когда-то в далекие времена это была орда, представители которой занимались скотоводством. Пасли мелкий и крупный скот, но в один момент по какому-то волшебству они все превратились в камень и стали скалами, сохранив за собой подобие людей и животных. Это чудесное превращение имело место 300 лет тому назад. Так что еще есть что открывать в России. Найти это место и показать заново это чудо людям. Но это еще не все. Предлагаю вашему вниманию такие чудеса древности забытые, как собранные на этой картинке. А именно, под номером 2 это Василиск. Под номером 1 это птица Гром или птица Рух. Огромная птица, я сейчас покажу все это более подробно. Под номером 3 это Жар птица или птица, которая не горит в огне. Под номером 5 это Мантикора. Что за зверь под номером 6, даже я не знаю. Это или зверь, или растение специфическое. Под номером 4 единорог. Ну, я уже делал видео, которое так и называется «Единороги Возрождения легенды», где показывал, что это единороги те же самые. Это типичные представители мира средних веков. Поэтому все ссылки под видео. Но того же Василиска мы видели с вами в атласе 16 века в Африке. Вот он. Он на двух ногах, что самое отличительное, на петуха какого-то огромного переростка похож, с огромным хвостом змеи. Но мало того, на карте Европы Олафа Магнуса, тоже 16 века, мы видим птичку, которая очень похожа на феникса, или жар-птицу. Видим единорогов и даже забытого легендарного трехрогого оленя. Плюс, опять же, эту фотографию из книги 16-17 века я показывал, где описаны эти различные виды единорогов, как простых животных древности. И у меня есть целое видео, которое все ссылки под видео. То же самое в своем же походе Александр тоже встречает этих огненных птиц легендарных, которые или феникс, или жар-птица. Почему? Потому что он встречает какую-то местность, где птицы влетают в огонь и вылетают из него, и при этом не имеют для себя вреда. Кроме таких птичек, Александр еще встречал и птиц, у которых были человеческие лица, которые с ним разговаривали. Обратите внимание, переводчик написал, что они идут ночью, но такое ощущение, что Александр движется по туннелю подземному. Обратите внимание, это не похоже на ночь, это похоже на подземный туннель, и вот выход. И вот он встретил там этих птичек с человеческими головами. У нас в фольклоре они тоже присутствуют, их так и называются птичка-алконост. Райская птичка-алконост. Близ рая прибывает, иногда на Ефрат реке бывает. Ну, все возможно, но факт в том, что описание этой птицы существует. И мы должны про это помнить, мало ли, вдруг найдем скелет непонятно какой. Кроме предыдущих птичек, напоминаю про птичку Рух легендарную, или Гром-птицу, огромную птичку, которая питалась слониками, всего лишь, может даже слоненками, ну, показан слон самый настоящий. Мы уже видели на атласе 16 века таких птичек. Это арабские источники, показывающие эту птицу Гром, которая легко переносит человека даже.
И вот в районе где-то, я так понимаю, Мадагаскара путешественники нашли яйцо этой птички Гром. Обратите внимание на размер яичка. Вот они, люди. И это всего лишь птенец. Сведения об этой птичке присутствуют повсеместно. И в путешествиях про Синдбада-морехода она упоминается, которая в отместку за то, что ее яичко было уничтожено, уничтожила кораблики. То же самое путешественник Ибн Батута в XVI веке пишет о том, что по дороге в Китай он воочию наблюдал, как с поверхности моря спорхнула гора. Это была птица Рух или гром-птица. Согласно исследованиям ученых, известная привязка птицы Рух к Мадагаскару. До XVI века остров населяли гигантские птицы. Кроме подобных птичек водились еще и грифоны. Я уже показывал вам, опять же, тоже путешествие Александра в Иномирье, где он встречает грифонов и гигантов, людей 4-метрового роста. И они описаны как живые, не просто как легенда, а вот шел и встретил. Тот же самый грифон присутствует в описании живого мира 16 века, еще 17. Вот такие изображения присутствуют. Вот эта карта еще 16 века. Она интересна тем, что это Дальний Восток России. Это удалось выудить у англичан. Они за эту карту хотят денег в фунтах, чтобы ее показать полностью. Вот этот кусочек только бесплатно. Это как раз Дальний Восток России, Чукотский автономный округ. Вот он, живой грифончик, львы там бегают. Пожалуйста, вот они. Моголы, белобрысые, ханы, хамы, гранд-хан, вот они. И города в так называемом античном стиле еще стоят. Катай. Вот подпись. Так что грифоны фактически описываются как живые, о том, что они живут, существуют и в Америке, и в Дальнем Востоке России, в горах. И вот этот грифон еще тоже с атласа, опять же, 16 века. Вот он существует в районе Индии, Китая. Живет в горах, описывается как живое существо. Но на этой карте присутствует еще одно уже техногенное чудо того времени. Дело в том, что Марко Поло описывал у моголов 6-мачтовые корабли. И вот на этой картине мы видим корабль, который соответствует этому описанию, потому что у него 6 мачт. Вы скажете, ну а какое же это чудо техногенное? А вот грифон это еще чудо. А корабль, который имеет 6 мачт. Дело в том, что для понимания выглядело это примерно вот так. Вот это внизу, это скорее всего, вот на таких кораблях плавал Христофор Колумб. Для сравнения. Очень похоже, что вот это его корабли. А вот справа огромный корабль. Вот на таких плавали великие моголы. Обратите внимание на разницу. Это фактически разница в технологическом устройстве того времени. Вот это слева это великие европейцы, справа это великие моголы. Кроме таких чудес техногенных, опять же, присутствуют различные генетические чудеса, вообще непонятные. Такие как кентавр и другие человекоподобные живые существа. Химеры это или не химеры, это, конечно, нужно разбираться, но факт в том, что они описаны как живые. Тот же кентавр описывается как живое существо. Я тоже уже делал видео «Существа иные формы жизни на Земле». Ссылка на видео будет под этим видео. Обратите внимание, какое было разнообразие. Это 16-17 век. То же самое, есть ссылка под видео и на мое видео про гиганты, о чем молчит наука. Вот это атлас 16 века, где мы видим в районе, опять же, Китая, гигант, который выше даже стен и деревьев, и дракончик просто летает. Такой мир прошлого. Так что вот основные изображения гигантов, которые я вам уже показывал, где видны люди 4-метрового и 20-метрового роста, которые живут и в Египте, и в Китае, и вот в Америке, Перу. Индейцы такие. И вот те же индейцы неправильные в Перу. Вместе с птеродактилем гуляют. Все еще в 16 веке мы видим живых динозавров. Это плезиозавры плескаются.
ниже, это в районе Новой Гвинеи, это карта 16 века, ниже такое ощущение, что Грифон. Ну и человекоподобные существа, тоже морские, присутствуют, никого они не удивляют. Чудес прошлого в море огромное количество, вот некоторые из них. 100% часть это забытые динозавры, которых вроде бы как не должно существовать, но они в 16-17 веке существуют. Различные морские драконы. То же самое, вот этот остров Кит на карте еще 17 века. Присутствует рядом, в Атлантическом океане он находится. Ну а тех, кто скажет, этого не может быть, давайте еще посмотрим картину искушения святого Антонио, конец 15-го, начало 16 века. Все бы ничего, но на ней присутствует вот такой живой динозаврчик. То же самое, те же карты 16 века показывают, что в Норвегии прекрасно проживают мамонты. Этих мамонтов я уже показывал на карте Азии 17 века. Так что их там огромное свидетельство об этих мамонтах. То же самое и мир древности растительный тоже отличался разнообразием. Это знаменитая мандрагора, волшебное растение, которое предписывалось добывать по специальной методике, чтобы не погибнуть. Ну, сейчас вроде такие растения тоже существуют, но они почему-то не несут никакой угрозы для людей и прекрасно добываются. Так что, возможно, все изменилось. Все-таки мандрагора была чуть другая. Кроме мандрагоры, опять же, в походе Александра в Иномирье мы встречаем яблокоядцев. Вопрос не в том, что ребята 10-метровые, эти гиганты, а вопрос в том, что они питались только яблоками. Фактически они питались какими-то молодильными яблоками, которые позволяли им, во-первых, вырастать до такого роста, а во-вторых, доживать, потому что, чтобы вырасти до 10 метров, нужно еще и долго было прожить все-таки. И полностью удовлетворяли их во всем, вне зависимости от огромных размеров. Но, кроме подобных чудес, мы встречаем еще в той же космологии 16 века другие чудеса, а именно людей-магов. Почему магов? Потому что они могучие люди, вот у них определенный колпак есть на голове. Я сейчас объясню, зачем он нужен. Все вы помните знаменитого Мерлина, который носил этот колпак для того, чтобы иметь магические способности, для того, чтобы их усиливать. И люди, которые достигали определенного уровня, вот они становились магами, используя определенные усилители для усиления магических способностей. Вы спросите, а как же это проявлялось? А проявлялось в том, что вот уже после 17 века, видите, этот колпачок у тех же казаков, он уже не получал определенную энергию с земли, и он уже упал, этот колпачок. А зачем он был нужен? А вот он как раз и запускал всю эту человеческую нашу энергетику и позволял включать в дело верхние чакры. Сейчас мы живем вот примерно до чакры 4, 5, не больше. А раньше люди жили и до 10, и до 16. И что же это давало? Это давало такие открытия новых энергетических тел, как колобье тело. В реальности оно проявлялось как вот такой диск, он же колобок. Так что это не вымысел каких-то авторов, а это просто активированная энергетика. Проявлялась она у святых людей, правителей, которые уже фактически из магов становились светлыми людьми. Поэтому правители, вот этот бог Китая, из моей статьи про Китай, у него тоже колобок присутствует, колобье тело. Когда человек продолжал дальше развиваться, открывалось у него жарие тело. Видите, оно уже жарить начинает всех. Поэтому эти люди были святые, богами, руководителями. Гранд Могол, он не просто гранд, но он великий, потому что он энергетически мощный, чистый человек. Таких свидетельств разбросаны по всему миру, эти жарьи тела. Когда человек продолжал развиваться, у него же открывались другие типы тела. Это по ходу дивье или светие тела, потому что уже все тело охватывает жар. Выглядело это примерно вот так. Когда есть и колобок, и светие тела, и дивье.
То есть и люди эти, соответственно, обладали возможностями совершенно другими, которые для нас мы бы назвали божественными. Кроме этого, хотелось бы обратить ваше внимание на такое забытое чудо древности, как город Эльдорадо, Мано-Оль-Дорадо, на озере Парима, с немецкой гравюрой 17 века. Обратите внимание на сам город. Мало того, что там описывалось, что там внутри он был практически сделан из золота, но он ничем не отличается от античных городов. И вот, предлагаю вашему вниманию один из документов, который в 1920 году в Национальной библиотеке в Рио-де-Жанейро Фоссет наткнулся на документ, который называется «Рукопись 512». Вот он. Его написали в 1753 году португальский исследователь. Он утверждал, что в регионе Мату-Гросу, в тропических лесах Амазонки, он нашел город-крепость, который напоминает древнегреческий, ну или по-русски говоря, античный. В рукописи описывается утраченный город с многоэтажными зданиями, вздымающимися каменными арками, широкими улицами, ведущими к озеру, на котором исследователь видел двух белых индейцев в каное. Повторяю, двух белых индейцев в каное, которые живут рядом с античным городом. Ну, вы скажете, такого не может быть. Такого не может быть, но еще в 20 веке у царских офицеров существует такой учебник, где описана жизнь на планетах Солнечной системы, учебник для офицеров царской армии. Все ссылки в описании, где описывается, как живут на Венере, какая жизнь на Марсе, какая жизнь на Юпитере. И это не единичный случай. Тот же самый Платон Лукашевич в своих астрономических описаниях тоже показывает, как живут живые формы жизни на Солнце. Так это 19 и 20 век. Я надеюсь, вам было все со мной интересно сегодня. Все ссылки на использованные источники и больше информации под видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.